Приветствую. В середине апреля мы побывали в Гонконге. Очень симпатично. Но мы тут не за этим, поэтому садимся в метро и катимся на окраину, где на искусственном острове рядом с аэропортом располагается Азия World Expo Center. Там проходила какая-то очередная выставка, где среди прочего был большой стенд Motion. Всем привет! Это у нас стенд Motion. Здесь представлены новинки V12 Pro, V13 Pro, конечно, хит сезона V14, какие-то самокаты, но это нам совсем не интересно, и несколько белых E20. Это туциклы, то есть двигатель у них здесь снабжен двумя покрышками. И мне тоже очень захотелось попробовать это колесо. Челлендж. Смогу ли я поехать на двухколесном? Короче, это очень непривычно, очень необычно. Была раньше у InMotion модель V3, а также V3 Pro и V3S. Эти колеса пользовались спросом, но по техническим характеристикам они стали сильно проигрывать, а по оснащению и наворотам это была далеко не самая дешевая модель. В итоге колесо стало невыгодным, и его сняли с производства. В те времена на рынке было много разных дешевых моделей, закрывающих запросы новичков. Это Airwheel, IPS и много-много других. Но в последние годы все так увлеклись в совершенствовании моноколес, что совсем забыли про новичков. А зачем новичкам вообще слабые дешевые колеса, говорят некоторые. Сразу надо брать достойное и хорошее, и без этих всех экспериментов. Но позвольте, каждый ли, кто не в теме, поймет и оценит, насколько ему нужно это дорогущее колесо. Наоборот, скорее всего, потенциальный колесник взвесит все за и против и возьмет какой-нибудь Ninebot Max, чем непонятное нечто, на котором еще надо мучительно долго учиться ездить, заплатив в 4 раза дороже. И я думаю, что идея E20 просто великолепна. Это колесо начального уровня, на котором научиться ездить намного быстрее. А ощущения от езды будут очень похожи на полноценное моноколесо. Уж поверьте, я видел много владельцев старых V3, для которых это колесо стало ключиком в мир моноколес. Научиться ездить можно за 15 минут, а дети сидя едут уже через 1 минуту. Это ж очень круто. После такого моноколеса обучение на взрослом, действительно одноколесном варианте, пройдет намного быстрее и проще. Потому что главное в этом вопросе – мотивация. А легкость обучения даст эту мотивацию в избытке. И сидушка у нас просто снимается. Вот она у нас тут в кадре. Сидушка отдельно. Можно просто покататься. Здесь кочки есть. Здесь такая импровизированная площадка для тестов. Мне говорят, слишком быстро ездить нельзя, потому что это опасно. Заставили подписать какое-то соглашение. Вот, и я тут могу кататься. Причем я нарушаю правила, потому что здесь в другую сторону нужно ехать. Go fun, so fun, yes, well done. Старт. Короче, здесь трасса гоночная, и можно устраивать гонки. Такие маленькие. По ощущениям, у него достаточный запас мощности, чтобы мне весом 85 килограмм было совершенно не страшно на нем ехать. Не знаю, можно ли что-то в нем настроить, кроме скорости, но, по-моему, это даже лишнее. К слову, у E20 очень неплохие характеристики. Покрышки 14 на 1,5 дюйма, отличный вариант для начинающих и неспешных покатушек. 20 км в час максималка, это оптимально для такого малыша. При этом можно выбрать 3 режима: 7 км в час для обучения, 15 км в час средний вариант и 20 максималка. При превышении колесо поднимает педали и не дает дальше разгоняться. Забегая вперед, отмечу, что позже, где-то через неделю, мы побывали в Китае на заводе, где можно было наблюдать техноблок с внутренним устройством E20 прямо на фабрике. Класс. Как все устроено, можно посмотреть. Двигатель, сверху контроллер, максимально простой конструктив. Здесь рядышком еще один такой же, только непонятно разобранный в какую сторону, в ту же или в другую. Стойки педалей и даже ось по классике, ось с гайкой. Максимально простое колесо. Здесь фара. Продолжим. Мощность двигателя заявлена 450 Вт, но это мне ни о чем не говорит. По ощущениям, запаса мощности хватает, чтобы заезжать в любые горки, куда самокат уже не потянется. Вес колеса 13,5 кг, и кроме того, на него ставится дополнительная раскладная ручка от модели V5F. Это позволит колесо перевозить, а не таскать.
Емкость аккумулятора в районе 250 Вт-час. Точных цифр в спецификации почему-то нет, но обещают пробег до 30 км в идеальных условиях. Реально думаю, что можно будет проехать 20 км взрослому весом в районе 75 кг при температуре воздуха около 20 градусов по Цельсию. Максимальная нагрузка 100 кг. Корпус белый, и здесь на выставке InMotion показывает, что это отличный вариант для креатива. Можно носить собственные принты, наклейки, стикеры. Есть фонарик и светодиодные ленты, чтобы быть более видимыми в потоке. Также возможна комплектация сидений. В коробке зарядное устройство, напряжение 54,6 вольта с предельным током 1,5 ампера. Полная зарядка колеса составляет 3,5 часа. Безусловно, самый важный момент – это цена. Если цена будет достаточно низкой, то колесо может быть очень востребованным, и как любое колесо начального уровня, оно будет пользоваться отличным спросом на вторичном рынке. И по моему мнению, InMotion просто молодцы, что решились на такой рискованный шаг и сделали новую бюджетную модель. Надеюсь, что это колесо станет открытием и вдохнет свежую волну в моноколесное сообщество. Удачи на дорогах!